Манты, а точнее множество разновидностей этого великого блюда. Ну что такое манты? Это нечто, завернутое в тесто и приготовленное на пару. Значит, все начинается именно с теста. В старых хороших книгах по узбекской кухне написано, что на 500 грамм муки надо взять полстакана воды. Я беру целый стакан, и таких стаканов у меня будет даже 2, потому что я собираюсь приготовить тесто из 2 килограммов муки. Посмотрите, сколько начинки. Ого! Здесь сегодня будет пир горой. Итого, 2 чайные ложки соли. По 1 чайной ложке соли на каждые полкилограмма муки. Давайте сразу размешаем, чтобы тесто получилось равномерно посоленное. Откровенно говоря, я не уверен, что этой воды достаточно. Но всегда есть запас, значит, можно добавить. Еще в той старой хорошей книге по узбекской кухне написано, что на каждые полкило муки полагается взять по 1 яйцу. Но яйца у меня сегодня, вот такие попались в магазине, мелкие. Ничего страшного, значит, берем сразу 5 яиц. Сначала как следует перемешаем жидкую часть теста и постепенно добавляем всю муку. Вот эти пропорции между водой и мукой все-таки следует иметь в виду, что мука бывает разного помола, что она может быть разной влажности. Поэтому каждый раз подбираются эти пропорции для того, чтобы тесто получилось вот той самой правильной консистенции. Никуда не торопитесь, я вам все объясню и покажу. Некоторые люди утверждают, мол, в тесто на манты не следует добавлять яйца и готовят тесто без яиц. Мол, и без яиц хорошо получится. Получится-то получится, но тесто получается рыхлым, не гладким, не самым красивым и не самым вкусным. Как я и предполагал, муки осталось еще довольно много, ее и должно немного остаться на подпыл при раскатывании, но тесто пока что не замесилось. А кто знает, какими стаканами мерили тогда, когда писали ту книгу об узбекской кухне. Может быть, то были 250-граммовые стаканы. Поэтому я добавлю-ка еще немного воды, и все будет хорошо. Все. Тесто вымешано просто на 5. Если бы месил руками, то устал бы гораздо больше. Если кто-то считает, что тесто, вымешанное руками, получается вкуснее, чем из тестомеса, я приветствую таких людей. Хорошо, вымешивайте руками. Ну а сейчас мне необходимо сформировать из теста комок и оставить его для вызревания. Тесто получилось просто отличным, достаточно тугим, оно таким и должно быть. Осталось только накрыть его миской и пусть постоит минут 30-40, а мы за это время как раз успеем нарезать фарш. Давайте начнем с классики. Что такое классика и манты? Ну, во-первых, манты – блюдо интернациональное. Его готовят практически все южные мусульманские, тюркские народы, и таджики готовят, и не только мусульмане, готовят, например, и правда, называют по-своему, говорят буузы. Кажется так, да? Но, по крайней мере, у всех этих народов одним из самых любимых видов мяса является баранина. Конечно, когда гости приходят, когда надо готовить самое лучшее, берут баранину. Так вот, вспоминая старые книги, значит, на 1 килограмм мякоти баранины полагается взять 500 граммов лука. Полагается взять 100 граммов курдюка. Я знаю, с чем связаны такие пропорции. Дело в том, что в те времена, когда писалась эта книга, курдюк представлялся огромной ценностью, поэтому его расходовали экономно. И вообще, зачастую готовили манты даже и из говядины. Я приготовил в том числе кусочек говядины. И вот если мы готовили когда-то манты из говядины, тогда старались непременно добавить курдюк. Если кто-то не может купить курдюк, если кто-то не любит курдюк, если кто-то не любит баранину, ради бога, готовьте из того мяса, из которого есть. Я могу сказать, что многие русские, немцы, одним словом, христиане, которые жили когда-то в Средней Азии, тоже, конечно, любили и готовили манты. Готовили манты очень часто из свинины. Добавляли свиное сало.
Только обстоятельства сейчас таковы, что хорошее свиное сало найти труднее, чем курдюк. В общем, дело вашего выбора, но, разумеется, если речь идет о свином сале, то надо брать не соленое, свежее сало. А кроме того, мы давным-давно уже нарушаем эти пропорции из этой вот заветной книги об узбекской кухне и кладем на килограмм мяса иногда и 200, и 300 граммов курдюка. И скажу вам по секрету, манты становятся от этого только вкуснее. Курдюк нарезается точно так же, как и мясо, точно такими же кубиками. Лучше, чтобы и мясо, и курдюк были слегка остывшими. Подержите их в холодильнике, но не так, чтобы они прям совсем замерзли, но чтобы их легче стало нарезать. Сначала нарезаем длинными ломтиками, примерно так же, как морковку на плов, ну а потом мелкими кубиками. В старые времена, когда с курдюком были проблемы, иногда использовали и внутреннее баранье сало. Но надо сказать, что внутреннее баранье сало застывает гораздо быстрее, чем курдюк. И поэтому манты было желательно съесть очень горячими. Ну а что же делать, если нет ни курдюка, ни свиного сала, и вообще вот мясо только говядина, да еще и не такая жирненькая, как у меня, а довольно постная. Совсем не жирная. Бывают же такие куски. Ну и что, теперь мантов не готовить? Готовьте. Возьмите кусок теплого сливочного масла, и когда у вас уже будет нарезано и мясо, и лук, просто распределите это сливочное масло посреди фарша и готовьте. Все получится очень хорошо. Итак, жира здесь, ну точно вам говорю, получилось 200 грамм. Осталось добавить лук. Когда-то в молодости у меня был кооператив звукозаписи и самые модные записи из Москвы. Разумеется, весь базар, все продавцы с базара были у меня, были моими клиентами. Среди мясников, среди тех, кто продавал замечательный рис, приходил один парень, от которого мантами пахло за версту. И от него пахло прежде всего луком. И он все время приглашал: Акя, приходите, попробуйте, какие манты я готовлю. Однажды я пошел. Знаете, что этот парень делал? Этот парень, у него было такое корыто деревянное. Этот парень не нарезал лук так, как мы режем сейчас. Там, кто полукольцами, кто четверть кольцами, кубиками. Любой способ хороший. Но он рубил лук тяпками. И, видимо, поэтому лук давал очень много сока. Если вы хотите повторить успех того парня, то попробуйте пробить лук в блендере. Разумеется, не до той степени, чтобы из него получился луковый сок и луковый жмых, но так, чтобы вот было порублено, не слишком брежно. А сейчас я поступаю ровно так, как написано в той книге, что в фарш следует добавить полстакана соленой воды. И не сказано, насколько соленый. А я вам все расскажу. У нас 1 килограмм мяса, 200 грамм курдюка, 500 грамм лука. На килограмм мяса чайная ложка соли, даже сверху. Поэтому я беру 1,5 чайные ложки, и все у нас будет хорошо. Сейчас сюда надо добавить еще чайную ложку черного перца, красный перец. Можно добавить манты? Можно, но все-таки с черным получается намного вкуснее и ароматнее. И еще, в той старой книге не сказано ни слова про зиру. Опять-таки, я понимаю почему. Зира была праздничной приправой. Рубль пакетик, что вы, это дорого. Поэтому очень многие клали ее только в плов, да еще не в каждый плов, а только в тот плов, который для дорогих гостей. Теперь зира более чем доступная специя, и я кладу, ну, примерно пол чайной ложки зиры, и уверен, что от этого манты станут только вкуснее. Вы можете поступить так, как пожелаете, но, пожалуй, что какие-либо другие специи я бы добавлять в манты не стал. Черный перец и чуть-чуть зиры. Ну и попробуем с соленой водой. Посмотрим, что у нас получится. Теперь все необходимо перемешать, как говорят некоторые, пожамкать и оставить мясо подмариноваться. Да, мясо на манты маринуется точно так же, как маринуется на шашлык. Ну а сами подумайте, вода есть, лук есть, соль, перец, все точно так же, как на шашлык. Вот и все, а нет воды. Фарш впитал в себя воду.
Фарша получилось кило 800. По 60 грамм на изделие, и получится 30 штук мантов. Кстати говоря, манты только в русском языке слово во множественном числе. В оригинале, в узбекском языке, и в таджикском, и в уйгурском манты – это название блюда. И обратите внимание, куда я ставлю ударение. Ровно туда же, куда ставят все люди в Узбекистане и в Таджикистане. Я знаю, что в Казахстане говорят манты на русский манер. Все то же самое с мясом, с говядиной. Говядина у меня отличная, такая говядина приготовится быстро. Надо иметь в виду, что в говяжьей туше бывает мясо, которое следует готовить несколько часов, а бывает такое мясо, которое готовится просто раз-два и готово. У меня есть как раз такое мясо, которое будет готово очень быстро. И заодно давайте поговорим о вопросе, сколько времени варить манты. Потому что некоторые готовят манты, говорят, что 20-25 минут достаточно. Некоторые варят манты в 45 минут. А в Корее готовят манты, которые бывают готовы за 7 минут. Ровно 7 минут. И это на самом деле хорошие, готовые, вкусные манты. Правда, в Корее их называют манду. Запоминайте, учитесь. Если не можете запомнить, записывайте. Все то же самое. Какой-никакой жир в этом мясе есть, но я все равно добавлю немного курдюка. На самом деле время приготовления мантов напрямую зависит от ингредиентов. Какое мясо вы выбрали. От того, какое мясо вы взяли, следует подумать о толщине теста. Не всегда слишком тонкое тесто – это правильно. Могу даже сказать, что вообще неправильно, потому что манты – это очень вкусное, очень удачное сочетание теста и мясного фарша, которые приготовлены вместе на пару. Поэтому, когда внутри мантов очень много фарша, а теста практически и нет, мне лично это невкусно. Если кто-то думает, что в старые времена в Узбекистане готовили манты из вот такого фарша, ну, я не знаю, может быть, первым секретарям обкома готовили, проверяющим из Москвы готовили такие манты. А в основном-то, конечно, мясо брали гораздо меньше. И дома, и в общепите. Лука побольше, мяса поменьше, есть жир добавили, мало жира добавляли растительное масло. И вот что придумал народ. Народ придумал, помимо классики, вот это мясо, сало, лук, добавлять в манты какие-то другие продукты. Например, тыкву. Вот эта тыква весит 3 килограмма 200 грамм. Я отделю от нее чуть меньше половины, потому что там шкура отойдет. Ох, пахнет вкусно. Сколько-то тут на очистки уйдет, да? Если бы брал нижнюю половину, там еще и семена. Мне нужен примерно 1 килограмм тыквы. Я хочу приготовить манты с добавлением тыквы. Бывают такие. И хочу приготовить манты только из тыквы. Ну, точнее, не только из тыквы, но не будем забегать вперед. Терпение, я вам сейчас все покажу. Пока что тыкву следует нарезать, ну, кто как хочет. Можно нарезать кубиками, можно нарезать тонкой соломкой, чуть тоньше, чем морковку нарезают для плова. Вот это будет хорошо. Изначально тыкву добавляли в манты, конечно, исключительно ради экономии. Ну, что поделать, были трудности с мясом, люди жили небогато, а детей у всех было много. И надо было всех накормить. И выходили из положения, а потом обнаружили, что, в общем-то, с тыквой это очень вкусно. И теперь даже люди, скажем так, весьма обеспеченные, готовят манты с добавлением тыквы. Иногда чистые, иногда с добавлением тыквы. Итак, вот килограмм мелко порезанной тыквы. Вот это фарш из баранины, рассчитанный на килограмм, да? Пожалуй, что из половины этого фарша я все-таки приготовлю, ну, такие чистые манты. Манты для Раиса. Понимаете? Только мясо, курдюк и лук. А вторую половину фарша я приготовлю вместе с тыквой. Но килограмм тыквы на фарш из полкило мяса — это слишком много. Поэтому эту тыкву мы тоже разделим пополам. Но прежде чем ее делить пополам, ее надо посолить. Ну, это еда, правильно? Значит, она должна быть соленая.
фарш у нас правильно посоленный. А вот тыква возьмет, я думаю, примерно чайную ложку и еще немного соли. Примерно половина тыквы пойдет к мясу, а вторая половина, приготовьтесь. Бывают манты только из тыквы. Вот тыква – это прямо главный ингредиент данных мантов. Но чтобы манты получились и сытными, и вкусными, их готовят вместе с луком и с маслом. Лук я подготовил особым образом. Я томил его под крышкой на топленом масле до тех пор, пока он не стал вот таким вот золотисто-красным. Видите, масла здесь достаточно много, поэтому манты будут очень сытными, несмотря на то, что в них не будет ни грамма мяса. Лук, кстати говоря, тоже следовало бы посолить. Ну, хотя бы пол чайной ложечки соли, потому что здесь было более чем полкило лука, грамм 700 лука. Лука было много, но он упарился, и его осталось как раз столько, сколько нам надо. Однако к этому фаршу я бы добавил и немного зиры, хотя здесь можно поэкспериментировать. Можно взять даже корицу, можно взять даже кардамон, ведь манты получатся слегка сладковатыми. Я беру немного зиры и немного красного перца. Получится очень забористо, очень интересно. Черный перец я сюда класть не буду. Пусть уж будут совсем народные манты. Понимаете, красный перец рос у людей в огородах. Высушили, растерли, вот получился красный перец. А черный перец в Узбекистане всегда был привозным, и он использовался по чуть-чуть для дорогих блюд, для дорогих гостей. Лук с маслом еще горячий, и это хорошо. Пусть постоит тыква, вместе с ними она подогреется, и потом в мантах станет понежнее. Она еще и сок из себя выпустит. Ух, забегаю вперед, но это будет очень хорошо. Накрываем крышкой и откладываем в сторонку. Тыкву и часть фарша из баранины тоже следует перемешать. И я хотел бы, чтобы вы обратили внимание на то, какая пропорция получается. Запоминайте не граммы, запоминайте глазами. Этого достаточно. Это народная кухня. Манты готовили те люди, которые писать не умели и читать не умели. Им же никто не говорил: возьми 238 грамм, а то у тебя ничего не получится. У них и интернета не было, и весов не было, и не было умников, которые считают, будто в граммах самое главное. Нет, вот примерно так должен выглядеть фарш. Все, этого достаточно. Это будет очень вкусно. Чуть больше тыквы, чуть меньше тыквы. Разница почти что неощутима. Но это еще не все. Манты готовят и с картошкой. Готовят манты и только из картошки тоже. Картошка, лук, растительное масло. Но это уж, извините, совсем от бедности, хотя и эти манты все равно тоже получаются вкусными. Ну, так устроена народная кухня, что ее невозможно убить, что невозможно испортить блюдо окончательно, сделать его несъедобным, всего лишь навсего потому, что нет мяса, либо его мало. У меня сосед в Фергане был, и есть, слава богу. Так получилось, что жил он небогато, и было у него 5 мальчиков. Вот всех кормить надо. Знаете, он на приличный такой казан плова брал вот столько мяса. 200-300 грамм. Плов у него был самый вкусный на нашей улице. Вот и все. В этом весь секрет узбекской кухни. Полкило картошечки. Знаете, многие предпочитают и тыкву, и картошку не резать, а натереть на терке. Ребята, это плохо. Как бы вы ни порезали сикость-накость картошку или тыкву, все равно порезанная будет вкуснее и опрятнее, чем натертая на терке. Полкило. Значит, примерно с пол чайной ложечки соли. И можно было бы добавить черный перец. Давайте поступим по-народному. Давайте добавим немножко красного перца. Теперь перемешать картошечку, чтобы соль и перец внутри нее равномерно распределился. Знаете, еще раз повторяю, добавьте растительное масло, какое есть, порежьте лук. И с этим вместе тоже можно приготовить манты, и это тоже будет вкусно. В кулинарии есть 2 способа достичь
вкуса, получить вкусную еду. Один способ – это купить очень дорогие продукты. Второй способ – это взять те продукты, которые есть, и вложить труд. Вот и все, и будет хорошо. Это фарш из говядины. Жирненький, хорошенький, и это прекрасно, потому что картошка требует более жирного фарша. Нам не придется добавлять никакое растительное масло, того жира, который есть в этом фарше, будет достаточно. И знаете что? Манты с картошкой неожиданно получаются даже чуть более сочные, чем манты вот просто из мяса. Откуда берется этот сок? Выходит, что картошка выпускает из себя изрядно сока за время приготовления. Только готовить следует чуть подольше, чем вы ожидали. С картошкой манты надо готовить минут 35-40, это уж точно. И еще раз говорю, сегодня я называю вам граммы, прям вот почти что точные, да? Не нужны эти граммы. Просто в интернете появилась какая-то секта, которая требует рецепты. Под рецептами они понимают не метод приготовления, а понимают вот список ингредиентов. Список ингредиентов с точным указанием граммов. Они почему-то думают, что если грамм туда, грамм сюда, то все, ничего не получится. Еще раз утверждаю, дело вовсе не в граммах. Дело в знаниях, которыми я с вами делюсь. И дело в опыте, который вы сами должны наработать. Заработать этот опыт. Приготовите манты 2 раза, 3 раза, 4 раза. На 5-й раз у вас начнут получаться просто шедевры. Я вам обещаю. Посмотрите, что у нас получилось. Да, фактически это начинка для хорошего мясного пирога. Вот очень многие татарские пироги, пирожки, вот эти балиши, пачмак готовятся как раз примерно из такого же фарша. Лук, картошка и довольно жирненькое мясо. Проверено народом, который, смею вас заверить, готовить немного умеет. И еще одна разновидность начинки для мантов – манты с зеленью. Такие манты в Средней Азии готовят по весне. Знаете, люди специально в горы идут, где растут дикорастущие травы. Собирают особые дикорастущие травы. Я название даже запомнить не могу, но это получается очень вкусно. Впрочем, можно вкусно приготовить и из того, что есть у нас. Даже вот сейчас, в феврале месяце, когда мы готовим. Я опускаю в растительное масло, обычное растительное масло, немного репчатого лука. Пусть он немного спассируется, зазолотится. Пока что давайте нарезать зелень. И заодно поговорим о том, какую зелень можно использовать и как с ней работать. Вот, во-первых, шпинат. У шпината достаточно жесткая веточка, на которой растет листик. Вырываем ее прямо вместе вот с этой центральной жилой. Вот так. Вот это, пожалуй, что самое трудоемкое. Пожарить лук так, чтобы он стал желтенько-золотистым, издавал приятный аромат. Я думаю, что для вас это небольшая проблема, да? Почаще перемешиваем, подходим, прислушиваемся, принюхиваемся. Зеленый лук. Довольно много зеленого лука я сегодня взял, и ну что есть, то и берем. А что делать? Значит, нижнюю его белую часть я отрезал, потому что она мне понадобилась для другого блюда, которое я тоже сегодня задумал приготовить. Ну и нарезаем так, чтобы было удобно есть в мантах. Ну сколько тут? Ну по полсантиметра, по сантиметру. Такие вот кусочки. Можно, в принципе, взять и добавить и нашу стандартную петрушку. Шпинат продают в замороженном виде, уже очищенные, там такие вот комки. Ну и прекрасно, дайте им оттаять и опускайте точно так же, как я буду опускать сейчас свежий зеленый шпинат. Зеленый лук отправляйте в сковородку прямо сейчас. Чего? Пусть пожарится. И, кстати говоря, зеленый лук тоже можно жарить, и получается вкусно. Из зеленого лука можно выжать сок и замариновать при помощи него мясо. Имейте в виду, что зеленый лук, который мы едим просто так, там, с солью, не знаю, с кусочком черного хлеба, кто-то там сало берет еще, да, сильно недооцененный продукт. С зеленым луком можно гораздо больше, чем то, что мы делаем всегда. Замечательный молодой чеснок.
белую часть разрежьте на 4 дольки и нарезайте. Чесночок можно резать помельче, для того, чтобы он равномернее распределился в начинке. Чеснок – это такая будет весомая нота, хотя у нас есть еще более весомая нота – это черемша. Единственный дикорос, который мне сегодня попался на рынке. Черемша уже поспела в горах Кавказа. Эту привезли из Чечни. Видите, какие вот белые такие росточки. Еще даже не успели набрать хлорофиллу, но такие вот и ценятся больше всего. Черемшу мы опустим чуть попозже. Это очень нежное растение. Ну, а чесночок можно уже сейчас, почему бы и нет. Можно плеснуть немножко воды. И вместе с водой зелень пропарится и станет плотнее. Станет, как бы вам сказать, более такой жирной, ощутимой в еде. Вот так, хорошо, замечательно. Укроп. Укроп с чесноком сейчас создадут такой букет ароматов, что получится просто очень вкусно. Шпинат. Да, как придется, так и нарежьте его. Ну, примерно, не знаю, как мы щавель режем. Кстати, вот был бы щавель или щавель, как правильно по-русски. Значит, вот был бы щавель, так тоже можно было бы добавить в эту сковородку, и получилось бы очень вкусно. Шпинат – это скорее такой наполнитель, ну, чтобы стало побольше, и чтобы вкус был не слишком уж яркий, потому что имейте в виду, что большинство вот этих вот всех зеленых продуктов имеет очень яркий вкус и аромат. Шпинат сверху, пока не перемешиваем. Черемша. Знаете, как ее готовят в Чечне? Ее варят в небольших кастрюльках там, с небольшим количеством воды. Просто запаривают, можно сказать. Ну, от силы несколько минут. И потом туда сверху кладут добрый кусок сливочного масла. Вот примерно так же и поступим. Только чтобы черемша не торчала у нас из мантов, видите, она же длинненькая, я разрезаю ее на несколько частей. В своей книге «Кухня чеченского народа» я предложил чеченцам готовить с черемшой манты. Потому что мы попробовали, и получилось восхитительно. И я не понимаю, почему никто до меня не догадался. Итак, черемша. Черемша имеет тоже такой ощутимый, очень аппетитный чесночный запах. И это хорошо. Как добавить сюда соль? Да, очень простым образом. Вот берем полную чайную ложку и еще чуть-чуть. Чуть больше, чем полстакана воды. Размешайте и туда. Таким образом соль равномерно распределится. И пар. Большая часть зелени и наиболее нежная часть зелени, такая как шпинат и вот эта черемша, должны готовиться в основном на пару. Для этого накрываем крышечку и оставляем буквально на 5 минут. Запахло Чечней, запахло черемшой на весь дом. И поступаем абсолютно по-чеченски. Кладем в черемшу добрый шмат сливочного масла. Ну, здесь, наверное, больше 100 грамм. Ничего не жалко для вкусных мантов. Вообще, слова «манты» и «наелся» всегда должны стоять рядом. Вот чисто травой, ну, кто может наесться? Разве что кролики. Мы сегодня вспоминали старые узбекские книги. В одной из них написано, что в манты можно положить, знаете что? Никогда не угадаете. Я вот сегодня топил курдюк, ну, для моих житейских надобностей. Мне понадобился хорошо, аккуратно вытопленный курдючный жир. И вот у меня выжарки-то остаются. Так вот, выжарки, бараньи выжарки, шкварки, вот это джиза, то, что по-узбекски говорят, добавляли в манты. Зеленые манты. И я уверен, что это получится очень вкусно, но я хочу половину мантов приготовить исключительно с зеленью. А часть мантов вот с этими самыми выжарками, шкварками. Давайте попробуем, а я вам потом всю правду расскажу, вкусно или невкусно. Вот эту сковородочку можно не просто снять с огня, а хорошо было бы вынести ее на холод
И пусть масло смерзнется вместе с зеленой начинкой. Потому что как вот иначе начинять-то манты? Начнешь начинять, а это вся жидкая часть, очень вкусная, где масло, где вот эта солененькая вода, все будет растекаться. А когда застынет все вместе, будет хорошо. Распределили равномерно, утопили в соусе всю зелень, и все, снег на мороз. Супер получится. Идут споры между отдельными представителями разных народов о том, чье же блюдо манты. Само слово, несомненно, имеет китайские корни, правда. В Китае манты – это совершенно другое блюдо. То, как готовим его мы, я сознательно говорю «мы», это и татары, и башкиры, и казахи, и русские теперь, и на Кавказе теперь, и узбеки, и киргизы. Вот все мы, и уйгуры, разумеется. В таком виде готовим его только мы. Понимаете, вот то, что именно с мясом, и именно на пару, и именно таких форм. Вот эти бамбуковые решеточки я купил в китайском магазине, из Китая привозят. И было дело, что, кажется, в 1903 году, там, где жили исконно уйгуры, в Кашгаре, случилось страшное землетрясение, и многие люди вынуждены были переселиться. И переселилась большая колония уйгуров в Ташкент. В Ташкенте даже образовался район, который называется Кашгарка. Так вот, чем обычно занимаются все мигранты? Любые. Уйгуры, не уйгуры, не знаю, корейцы, кто хочешь, вот куда-то переезжают, и им надо как-то заработать себе на хлеб. Практически все занимаются либо торговлей продуктами, либо приготовлением еды. И, разумеется, уйгуры тоже начали заниматься приготовлением своих любимых блюд. Они любили и умели готовить самсу, манты, но говорить о том, что самса и манты были неизвестны до этого ни узбекам, ни таджикам, это просто-напросто неправильно. Разумеется, было известно. Может быть, уйгуры что-то внесли свое, я не знаю. Теперь уже достоверно никто не может сказать. Но все ингредиенты и все предпосылки для приготовления такого, в общем-то, простого и логичного блюда были и у узбеков, и у таджиков, и манты готовят даже в Турции, где об уйгурах узнали, может быть, относительно недавно. Разделать тесто на кусочки размером с грецкий орех. Раскатывайте относительно небольшие сочни. Вот предвижу комментарии: тесто слишком толстое, и я бы раскатала тоньше. Куда такое толстое тесто? Во-первых, смотрите дальше, что будет происходить. Во-вторых, сейчас для вас тесто снимает макрокамера. Вот посмотрите, видите, вот тесто, да, посмотрите, мои пальцы какие. Видите, какого размера? Вот и все. Вы рассматриваете тесто под увеличительным стеклом. Кроме того, я уже говорил, что я абсолютно уверен в том, что в мантах должно быть примерно равное количество теста и начинки. Существуют разные способы не только лепки мантов. Здесь даже посчитать трудно, какие только формы не придумывают хозяйки. На вкус это не сильно влияет. Но существуют и разные способы раскатывания теста. Некоторые раскатывают так, как я, сразу такими небольшими сочнями, по одному кружочку на каждую мантышечку. А некоторые раскатывают большой круг теста и потом разрезают на квадратики. И из квадратных кусочков теста тоже прекрасно лепятся манты. Никто не узнает, из круглого теста слепили манты или из квадратного. Почему бы не использовать тесто-раскаточную машину? Там сразу выходит лента, потом эту ленту поделили, и вот и манты. Решеточки, на которые будем укладывать манты, сразу надо смазать растительным маслом. Можно манты смазывать маслом, можно решетку. Как вам удобнее, так и делайте. Только масло не жалейте, потому что иначе манты прилипнут к решетке, и пока будете снимать, они у вас еще и взорвутся. Все, можно начинать лепить. Давайте я покажу несколько штук, как лепить. И у меня вот здесь 3 листа, там еще листов 5 у меня есть. У нас здесь работает сегодня 8 человек. На каждом листе будет полный ассортимент мантов. То есть вот
только с бараниной, там с бараниной с тыквой, только с говядиной с картошкой, плюс зелененькие манты. И прям вот один лист на одного человека. Очень красивая порция, никому не обидно. 2 полные столовые ложки фарша. И теперь вот что. Берем сочное тесто за края, подтягиваем, сводим сверху. Все, слепили. Точно так же с этих 2 краев. Точно так же с этих 2 краев. Лепят по-разному, лепят круглые, лепят и квадратные, и лепят в виде розочки с открытым фаршем. Такое тоже готовят. Кто-то делает отверстие сверху. Вот эти кончики между собой слепить. Ну, идемте поближе, я вам сейчас все покажу и объясню. Ну, пока что мантышечка первая, отнюдь не комом. Расстояние между мантами должно быть достаточно. Во-первых, чтобы пар проходил до верхних рядов. А во-вторых, они во время приготовления будут разбухать. И получится чуть больше, чтобы они не слиплись друг с другом. В общем, все всегда повторяется, вот за исключением вот этих мантышек с зеленью. На каждую либо по одному крупному кусочку джизы, так называется по-узбекски, шкварки от курдючного сала, от курдюка. Где-то по 2, если они небольшие. Вот так. Представляю себе, как это будет вкусно. А вы? И еще раз хочу напомнить, еще раз хочу показать, как лепить манты. Все-таки тесто у меня имеет достаточную толщину, но теперь оно растягивается почти что 2 раза. Видите, вот так вот руками. Слепили здесь, залепили как следует, хорошо. Теперь эти края растягиваем. Можно слепить прямо вот их тоже напротив друг друга. И уголки вот так. Такие небольшие мантушечки на 2 укуса. Можно еще раз растягиваем, слепили, растягиваем, и теперь у нас есть возможность слепить вот сюда. Вот эти кончики можно слепить каждый между собой, получится такая длинная мантушечка. А можно поступить иначе. Здесь все точно так же. Растянули, растянули, уголки слепили. И не вдоль шва, а вот поперек этого шва, вот так. Вот так мантушечки получаются кругленькими. Послушайте, кто как любит. Некоторые любят покрупнее, некоторые любят вот небольшие. Мы сегодня делаем небольшие, потому что у нас много разных начинок. Очень много мантов получится. Я думаю, что если каждый съест по одной, здесь 7-8 видов, да, 8 видов, то наесться вполне. Можно вспомнить еще другое блюдо, которое очень близко по вкусу к мантам. Это блюдо, которое правильно все-таки называть хунон. Из 2 слогов состоит. Хунон – это означает паровой хлеб. Там тесто раскатывается в большой круг, накладывается немножко начинки, так не очень густо, и сворачивается в рулет. И точно так же мантышница готовится. Это блюдо стало очень популярным, но, к сожалению, название его стали искажать. Его называют и ханун, и ханум. Ханум на всех тюркских языках, на мусульманских языках обозначает даму, госпожа. Как это так? Ну, есть такое блюдо, господин. Тогда можно и это тоже называть ханум. В общем, лепите как хотите. Самое главное, по мне самое главное, чтобы вы готовили с хорошим настроением, с пониманием того, что вы делаете, и чтобы ваша семья питалась вкусно. Еще раз со времени приготовления мантов. За сколько времени они будут готовы? Во-первых, очень важно, чтобы вода в кастрюле вот, под мантышницей кипела очень бурно. Если не будет кипеть, манты не получатся. Во-вторых, ну вам все скажет ваше обоняние. Как вот запахло очень вкусно. Подойдите, проверьте, я вам сейчас все покажу. Как проверять готовность мантов. Вода сейчас закипит уже через несколько секунд. Она горячая.
крупные манты. Мясные. Если мясо жесткое. До 45 минут. Не слушайте никого. Если мясо нежное, если там начиночка, не знаю, там овощная, ну с тыквой. Тыква, лук. Да, тыква, лук за 20 минут будет готово. Самое главное, чтобы тесто приготовилось. Как проверить готовность теста, вы увидите сразу после коротенькой рекламы. Книга-видеобук составлена по лучшим рецептам моего канала на YouTube. Все мои книги напечатаны с наивысшим качеством. Иллюстрации очень хорошие. А эта книга может стать пособием для создания семейного меню. Здесь рассказано именно о тех блюдах, заготовках, вареньях, десертах, которые не сходят с нашего стола круглый год. Для блюд марокканской кухни понадобятся те же самые продукты и специи, что есть и у нас. Но блюда и вкусы очень необычные, абсолютно новые. И про шашлык я могу рассказать столько нового, столько необычного, что вы будете удивлены. Да и в казане можно готовить не только плов. Казан – это настоящий рояль на кухне. Подробнейший самоучитель, как готовить в казане, как готовить вообще. Если вы все еще спорите о приготовлении плова, а кое-кто из ваших друзей знает единственный верный рецепт, открывайте эту книгу. Здесь десятки рецептов и подробнейшее кулинарное исследование. Книги можно заказать с автографом, за исключением вот этих малюток, потому что они на моющейся бумаге. Люди подают манты тоже по-разному. Знаете, я видел, смазывают растительным маслом. Иногда готовят зажарку такую луково-томатную, поливают манты. Тоже допустимо. Подают манты с особым виноградным уксусом в сирке. У нас дома манты, готовые манты, смазывали сливочным маслом. И блюдо тоже хорошо бы смазать сливочным маслом, чтобы манты не прилипали к нему. Видите, как они разбухли? Сначала-то они не были такими гигантами. А вот, варились. Внутри в них вскипали соки. Они расширялись. Видите, какие стали? Давайте их смажем. Можно посыпать манты свежемолотым черным перцем. Получается очень аппетитно. К мантам традиционно подавали катык. Ну, то есть скисшее молоко, йогурт, можно так назвать. Некоторые добавляют в этот самый йогурт чесночок, соль, перец. Я добавляю все то же самое, плюс еще немного сушеной мяты. Получается просто чудо, как вкусно. Вот это блюдо, здесь готовый ассортимент. Здесь начинается все с зелени, потом тыква, потом картошка, посередине мясо. Вот будем кушать с разных сторон. Вот так вот. Всю эту пирамиду съедим. А здесь у меня готовится вот тот первый лист, в котором у нас манты ассорти. В котором у нас расположены манты сразу всех видов. Значит, я вам обещал объяснить, как проверить, готово ли тесто у мантов. Очень просто, очень просто. Во-первых, манты чуть-чуть должны проветриться. Во-вторых, берете и трогаете. Вот тесто абсолютно не липнет. Значит, манты полностью готовы. Вот сюда их разложим, для того, чтобы можно было разрезать и посмотреть, что там у каждого из них внутри. Ух, горячо. Прямо очень горячо. Смазать маслицем. И идите сюда. Идите поближе. Будем разглядывать душу этих мантов. С мясом. С каким мясом, не знаю, но манты получились с очень-очень тонким тестом. Вот попробуем, тогда и узнаем. Следующие. О, только с тыквой, мои любимые. Только с тыквой. Одна тыква. Ты только посмотри. Ты только полюбуйся. А? Как оно? Вот это самый сочный. И тыква, и баранина. Посмотрите, сколько сока из него вытекло. Ну, ответственный момент. То, что не каждый пробовал. Манты с зеленью и курдюком. Вот этот кусочек курдюка. Как мне хочется его попробовать поскорее. Еще чисто мясные манты.
Видите, какое тонкое тесто? Мясо видно. А нет, мясо плюс картошка. Мясо плюс картошечка. Чистое мясо. Кажется, это была говядина. Ну все. Теперь пора фотографировать для будущей книги об узбекской кухне. Ну и, как говорится по-узбекски, ёкымлы иштаха. Приятного вам аппетита!